Добро пожаловать, с вами Ольга. Сегодня я буду шить японскую сумочку. Сумка-узелок. Эта сумочка имеет два вида. По-японски камибукура и омияги. Камибукура – это сумочка-мешочек, затягивающаяся при помощи шнурка. В ней приносили в храм подношения, небольшое количество риса или сладостей. Второй вид этой сумочки, которую я буду шить сегодня, это омияги. Омияги – это часть японского ритуала. Дословно это подарок, который дарится родственникам по возвращению из путешествия. Причем не просто подарок, а подарок именно из того места, которое вы посетили. Чаще всего это местные сладости или другие вкусности, но непременно что-то местное. И оно красиво пакуется в такую сумочку-узелок. Весь секрет в асимметричных разной длины ручках. Длинная ручка продевается через короткую и служит и узлом, и ручкой узелка. Эти сумочки легко и просто сшить своими руками, из чего угодно. Но в современном виде эта сумочка используется не только для подарков, но и как полноценный аксессуар. В моем случае это будет небольшая сумочка, которая будет носиться на запястье, но также можно сделать эту сумочку немного больше или побольше прям. Сделать одну ручку намного длиннее, чем я сделаю, и носить ее не на запястье, а на плече. При пошиве этой сумочки можно использовать абсолютно все ткани. Сделать ее летним аксессуаром, используя яркие тонкие ткани. Также можно сделать эту сумку, сшив из кожи. Также шьют из меха. Очень красивые сумочки меховые. Часто эту сумку шьют двухсторонней. Вот я свою сумочку по низу сделаю закругленной, но также ее можно сделать не закругляя, с прямыми углами. Вот я сделаю здесь закругление. И моя сумочка будет иметь дно, но также ее можно сшить и без дна, используя просто две детали. Вот нашу заготовочку, да, шаблончик, вот я складываю пополам. Сейчас срежу лишнее. Вот, и вырезаем наш шаблон. Одну ручку мы сделаем покороче на 6 сантиметров. Вот отмеряю 6 сантиметров. Я сшила 3 сумочки из разных тканей. В конце видео вы увидите. Так, срезаем 6 сантиметров. Вот. Теперь осталось нам сделать донышко. Вот ширина этой полоски 10 сантиметров. Складываю пополам. Сгиб размещаю кверху, вот направляю. И просто обведу места закруглений. Данную сумочку я буду шить в технике Crazy Quilt. Для этого мне нужна основа. Для основы я взяла старую простынь. Можно любую тонкую ткань, которая не тянется. Вот, отметила, сколько ткани мне нужно, разместив детали. И теперь эту ткань я буду проклеивать флизелином. Вот,
проклеила. Теперь опять я складываю, размещаю детали и вырезаю. Вот, наши заготовки готовы. Теперь я возьму такую цветовую гамму разных лоскутов, разных по фактуре, по текстуре, и буду делать Crazy Quilt. Можно начинать с любого места, с центра, сбоку. Вот я положу вот здесь центровой кусочек и буду его обшивать. Шью на ширину лапки. Сразу обрезаю все ниточки сверху и снизу, подчищаю швы и приутюживаю. И продолжаю обшивать центральный этот лоскуток по часовой стрелке. Обрезаю все лишнее и опять же приутюживаю. Вот первый круг мы уже прострочили. Теперь будем второй круг делать. Также по часовой стрелке или против часовой. Вот вторую деталь, видите, я уже обстрочила, все сделала. Можно оставить так, можно расшить декоративными стежками, украсить бусинами, всем чем угодно. Но я буду прострачивать, делать, так скажем, стежку от каждого лоскутного элемента. Шью на ширину лапки и буду вот как бы спиралькой к центру идти, от каждой строчки идти на ширину лапки. Можно обстрачивать эти лоскутки, беря нитки в цвет. Ну, я тут строчу уже такими контрастными нитками, светло-лиловыми.
Вот, и так буду обстрачивать каждый лоскуток. Вот так у меня это получилось. А вторую сторону я простегала немножко по-другому. Вот. Вторую деталь, видите, я просто шила практически от центра и по спирали уже в стороны. Так я сделала с донышком. Все, наши заготовки готовы. Теперь накладываем донышко на одну из деталей, находим серединку вот тут вот и от метки до метки застрачиваем. Вот так вот получилось. Теперь берем и пристрачиваем вторую деталь. Вот, когда пристрачивала, вот здесь делала надсечки. И также застрочила вот здесь ручки. С деталями подклада поступаем точно так же. Дальше все, подклад мы прострочили. Теперь складываем лицом к лицу. Так, вложили. И центральный вот этот вход в сумочку мы, значит, соединяем подклад с основными деталями. Вот так. В местах закруглений делала надсечки. Вот, видите, надсечечки обязательно надо сделать. После того, как вывернули, теперь вкладываем подклад обратно. Делаем такой небольшой перекант. И прострочила я на ширину лапки. Вот, сделала отделочную строчку. Теперь вторую сторону, второй край ручки без подклада, вот так основную деталь буду на сантиметр подворачивать и прострочила, видите? Вот подклад не пристроченный. Теперь детали подклада вот так вот подворачивать буду и пришивать вручную потайным стежком. Также в местах закруглений делала надсечки. И перед тем, как пришивать подклад, также его понадсекаю. Ну и вот так буду прошивать все пока что не застроченные, не зашитые срезы. Вот в итоге вот так вот получилось. Все, сумочка готова. Легко, просто шьется. Никаких заморочек, никаких застежек. Все легко и просто. Вот так она вдевается. Пока что пустая. Сейчас я ее вот наполнила. Вот такой вот узелок, мешочек получился. Ну, в коллекции каждой женщины, девушки должно быть много сумочек. Я думаю, не лишней будет сумка, сделанная, сшитая вот так. Вот вторую сумочку, видите, я из велюра сшила. Здесь вот сделала обтачку, видите, по подкладке. Обтачку из того же материала. Дальше идет подкладочный материал. Вот такая вот сумочка для разнообразия. И эта сумочка уже более вечерний вариант, такая из пайеточной ткани. Донышко и обратная сторона из атласа. Из того же атласа сделала подклад. Ну, вот такие вот сумочки у меня на сегодня. Такое видео я сняла. Надеюсь, что вас вдохновило. Ну, а также для вдохновения я подобрала небольшую подборку таких сумочек
из интернета посмотрела фотографии, и в конце видео я их выложу. Ну а я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Всем пока-пока.